Здравствуйте. Тема моего сегодняшнего доклада — классификация менингитов, дифференциальная диагностика туберкулезного и менингококкового менингита. Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Здесь мы можем рассмотреть строение, чтобы было более понятно. Классификация менингитов. По характеру воспалительного процесса менингит разделяют на две большие группы. Гнойные, то есть они могут быть менингококковые, пневмококковые и так далее, и серозные. По течению выделяют менингиты острые, подострые и хронические. Различают также первичные и вторичные менингиты. Первичные менингиты бывают гнойные и серозные. Вторичные менингиты бывают как осложнение при гнойном отите, абсцессе легкого при общих инфекциях, то есть туберкулез, сифилис, эпидемический паротит и так далее. Дифференциальная диагностика туберкулезного менингита. Туберкулезные менингиты развиваются постепенно. При туберкулезном менингите, если появляются поражения черепных нервов, порезы или параличи и другие симптомы поражения вещества мозга, они нарастают постепенно и возникают не в ранние сроки, а на вторую-третью неделю заболевания или позже и имеют стойкий выраженный характер. Если вегетативные изменения при серозных вирусных менингитах не носят стойкого характера, то для туберкулезного менингита такие признаки, как стойкий красный дерматографизм и другие, весьма характерны. Дифференциальная диагностика менингококкового менингита. Отмечается общая гиперестезия, иногда настолько сильная, что даже легкое прикосновение вызывает мучительную боль, а у маленьких детей усиление общего беспокойства. Ребенок принимает вынужденную позу, лежит на спине с приведенным к низу живота ногами и запрокинутой головой. С первых часов болезни резко выраженные менингиальные симптомы. Иногда появляется корешковый синдром с сильными болями в животе. Сухожильные рефлексы чаще повышены, но при глубокой интоксикации могут быть снижены. Иногда отмечается симптом Бабинского, клонус стоп, тремор конечностей и анизокория. Спасибо за внимание.